Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале Элен Брук, и сегодня я предлагаю вам приготовить очень вкусные плюшки. Плюшки просто замечательные, рецепт очень простой, вы можете его готовить на базе обычных дрожжей, но я все готовлю на базе хлебной закваски, рецепт, который я также для вас оставлю, он есть у меня на канале, можете посмотреть, эта закваска во всех случаях заменяет нам дрожжи, и на ней очень вкусно и полезно готовить. Поэтому я никого не заставляю отказываться от дрожжей, но просто рекомендую. Это единственная разница, которая присутствует в моем рецепте. Поэтому делайте так, как вам удобно, как вы привыкли, как вам нравится. Итак, давайте приступать к готовке. Итак, все ингредиенты у вас на экране. В ведерке у меня хлебная закваска, которая всегда на готове и на базе которой я буду сегодня печь. Итак, я достаю хлебную закваску, вы же отмеряете количество дрожжей, которое есть у вас в рецепте. Добавляем тепленькое молочко и начинаем размешивать дрожжи с молоком. Вот такая однородная масса, и теперь добавляем сахар. И после этого также будем размешивать до однородной массы. Пусть вас не смущает количество, которое я делаю всегда двойное количество, поэтому у меня будет немножко больше, чем в базовом рецепте. Добавляем яйца и также все перемешиваем. Затем кефир. Я добавляю все ингредиенты постепенно и за каждым разом все перемешиваю до однородной массы. Очень важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Теперь вливаю масло. Можно растительное, можно натуральное сливочное масло, только тогда его нужно растопить. И также все размешиваем. И теперь начинаем добавлять постепенно муку небольшими порциями. Сначала я буду размешивать ложкой, стараясь, чтобы не было комочков. Добавляю небольшими порциями. Важно, чтобы ингредиенты подружились между собой и хорошо смешались. Вот так тесто начинает загустевать, когда я постепенно добавляю, и уже доходит до такой консистенции, когда приходится вымешивать рукой. Месить тесто нужно до того момента, когда оно хорошо отлипает от миски и также не прилипает к рукам. Ну и некоторое время нужно его вот так вот помесить, чтобы оно лучше подошло. Прикрываем кулечком, и я также это прикрываю иногда одеялком, чтобы тесту было тепло и комфортно. Наше тесто подошло, посмотрите, выросло очень хорошо. Теперь приступаем к разделке теста. Доску обильно посыпаем мукой, выкладываем тесто. Посмотрите, как оно хорошо подошло. Показываем вам в миске, потому что многие не верят, что тесто без дрожжей на закваске может так хорошо вырасти. И вот такими движениями вовнутрь разделываем наше тесто. Вуаля! И накрываем, чтобы оно опять немножко подошло. А в это время займемся начинкой. Я проживаю в Польше, и у нас здесь продают вот такой творог в килограммовых ведерках. Он уже готов к употреблению или на чизкейк, или для блинчиков, или же вот для таких наших ватрушек.
Если же у вас такой возможности нет, просто пропускаете 2-3 раза творог через мясорубку, чтобы получилась вот такая мягкая и нежная сырковая масса. А у меня творог вот такой. Это очень удобно. Теперь я добавляю 2 яйца, сахар по вкусу. Здесь я не буду подавать пропорции. Кто-то любит более сладкий, кто-то любит более творог, ну как сказать, менее сладкий. Я добавляю по вкусу. Также я люблю добавить какой-то запах, аромат. Или можно цедру из лимона. Также я добавляю манную крупу, обычно 2 ложки, и ложку крахмала. Все это тщательно перемешиваю до однородной массы. И в конце добавляю изюм. Можно орехи, можно еще какие-то другие добавки, можно кокос, то, что вы любите. Наше тесто подошло, и теперь будем формировать булочки. Обычно я делаю это ножом, отрезаю кусочек и вот такими движениями делаю булочки. Тесто очень нежное и приятное в работе. Опять накрываем и оставляем, чтобы подошло. Булочки уже подошли. И начинаем формировать ватрушки. Теперь только остается смазать ватрушки яичным желтком и отправить в духовочку, где мы будем их выпекать до готовности, желательно при температуре 180 градусов. У нас получилось 2 противня, но я делала двойную порцию. А вот это результат. Сейчас мы с вами их разломаем пополам и посмотрим, как они будут выглядеть в разрезе. Как видите, тесто упругое и очень нежное, и хорошо выпеченное. Мой рецепт понравился, как видите, результат просто восхитительный, поэтому пользуйтесь рецептами, заходите у меня на канале, множество рецептов проверенных.
Также, если вас интересует выпечка хлеба, вы найдете пошаговый рецепт и хлеба, и закваски. И не только рецепты, поскольку я проживаю в Польше, вы найдете множество информации на тему этой страны, сможете посмотреть, как я здесь живу, как живут здесь люди, какие плюсы и минусы проживания в этой стране. Ну и если вас интересуют разные женские лайфхаки по дому и по кухне, тоже заглядывайте. Это все у меня на канале присутствует и выложено для вашего внимания. Поэтому, друзья, добавляйтесь, заходите, подписывайтесь на Инстаграм, на Фейсбук, на Ютубе, общайтесь со мной, я всегда и всем очень и очень рада, мои друзья. А также делитесь этими роликами в соцсетях, тогда еще больше людей узнает об этих полезных вещах. До новых встреч на моем канале, всем очень и очень рада, пока-пока.